Итак, приступаем к вязанию пальчиков. Пальчики у нас отличаются количеством рядов. Передние пальцы, они вяжутся 7 рядов, а которые сзади, лапки, вот, они вяжутся 6 рядов, просто на один ряд меньше. Первый ряд 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Вяжем. Первый столбик, второй столбик, третий столбик, четвертый, пятый, шестой. Затягиваем колечко. Остаток ниточки я буду ввязывать, как обычно, сюда, вместе со столбиками провязывать. Так, одеваем маркер. Второй ряд у нас будет прибавка, 1 столбик без накида. Итак, 3 раза. Вот в первую петелечку. Так, первая, прибавка, один столбик, вторая, прибавка, второй столбик, и третья. Прибавка, и третий столбик. Провязали мы с вами 9 петель. Третий ряд вяжем 9 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, и девятый. Провязали. Четвертый ряд. Убавка, 1 столбик без накида. Повторяем 3 раза.
Так, первую вытянули, вторую вытянули. Первая убавка. И один столбик. Вторая. Убавка. Второй столбик. Третья убавка. И третий столбик без накида. Мы провязали 6 петель. Теперь с 5 по 7 ряды мы вяжем 6 столбиков без накида. Провязали соединительный столбик. И обрезаем ниточку, оставляем для пришивания. И вот такие пальчики получаются. Я провязала 12 пальчиков передних, 4 пальчика задних. Теперь мы их наполняем холофайбером, чтобы они все были одинаковые. Итак, подготовили наши детали. 2 передние лапки, 2 задние, 12 пальчиков, которые спереди. Вот эти и 4 пальчика, которые вот эти задние. Сейчас будем размечать и пришивать. Итак, вот здесь, где делали прибавочки, такой локоток, это у нас пяточка с этой стороны, ну а с этой передней. Поэтому пальчики пришивать мы будем вот таким образом. Вот здесь задний, четко напротив него передний, вот так. И вот передний уже, вот передний. И по бокам от переднего уже будут вот так вот боковые. И пришиваем их где-то приблизительно на третьем ряду. Вот, чтобы когда мы потом лапку поставили, вот, пальчики лежали на поверхности. Вот так. На каждом пальчике мы оставляли нить для пришивания. Вдеваем нить в иголку. Вот, берем лапку. Вот так вот прикладываем. Смотрим, как удобнее будет. И пришиваем. Четко смотрим по центру лапки. Ну, от низа вот получается первый, второй ряд.
Есть тоже много разных способов пришивания. Здесь я использую такой, то есть я на детали, на пальчике поддеваю снизу, не сверху, вот так, а снизу петелечки. Ну, это можете как удобно пришивать. То есть снизу поддела. И смотрим следующую петельку. На лапе. Снова снизу. На пальчике. И петельку на лапке. Снова снизу. На пальчике. И так по кругу пришиваем. Получается. Так, петельку на лапке. И снизу сразу можно захватить на пальчике. Пришли туда, где начинали. Закрепляем ниточку. Так вот. Да, ниточка вытягивается. Я использую такой метод удобный. Беру тоненькую ниточку прочную, ее вставляю в ушко. Так, петельку сюда вдеваю эту ниточку. То есть вот так получается. И протягиваем. Ну, получается быстро, удобно. Особенно, когда кончик тут распушивается. Так, закрепили. Теперь вот где у нас между столбиками есть отверстие, да, мы прячем узелочек. И несколько раз протягиваем ниточку нашу, прячем. Один. Я
в разные стороны. 2. И туда. Повыше. 3. Так вот пальчик задний пришит. Эту ниточку мы отрезаем. Вот. Получается. Теперь четко напротив него, вот здесь, пришиваем вот передний средний пальчик и по бокам от него 2 и 3. И так на каждой лапке. Задняя лапка, вот это колено, это пяточка. Где у нас идет закругление с убавками, это носочек, это пяточка. Вот так выглядит. Продолжим, когда пришьем все пальчики. Решила показать, вот так вот выглядит лапка после пришивания 2 пальчиков. То есть вот задний, напротив нее четко передний пальчик. И теперь мы будем пришивать вот здесь еще один. И затем вот здесь еще один. Вот так. И пришиваем так пальчики на всех 4 лапках.